Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать всех новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Узорчиков уже очень много, и для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Поэтому заглядывайте в нужный плейлист, смотрите видео. Я надеюсь, видео вам понравится. Вы ставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда на канале появляются новинки. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам огромнейший привет, слова благодарности. Вы моя большая-большая группа поддержки. Спасибо за ваши теплые слова, за хорошие отзывы, пожелания. Я сегодня к вам с новым узорчиком, с ниточками, с которыми мы, в принципе, работали, но с такой палитрой еще не работали. Да? Новички, кто еще не знает, что это за ниточки, смотрите. Называются они Alize Angora Gold Simli. Так, смотрите, в 100 граммах здесь 500 метров. Состав: 75% акрил, 20% шерсть и 5% металлик. Видите, как переливается ниточка, там есть металлическая. И нам советует производитель: берите крючок от 2 до 4. Я вяжу данную пряжу троечкой. Вы для себя подбирайте, как вам будет удобно. Возможно, троечка, возможно, поплотнее, чтобы вязать, 2 возьмите. Чтобы повоздушнее, порыхлее, 4 возьмите. В общем, подбирайте для себя. Сразу же говорю цвет, чтобы потом не забыть. Цвет номер 144. В принципе, цвет, да, передается на камеру, какой он и есть. Итак, сегодня к этому узорчику я прикладываю схемку, потому что схемка есть, схемка хорошего качества, поэтому я прикладываю. То есть, когда меня спрашивают в комментариях, а можно схемку, если есть и хорошего качества, я прикладываю. Если нету и либо плохого качества, ну, естественно, я не буду вам такую показывать. Ну что, свяжем? Итак, сразу хочу сделать акцент на ниточку. Кто не работал с ниточкой, видите, так вот, если я ее раскручу, она состоит из 3 ниточек. Шерсть, акрил и вот такая вот металлическая ниточка. Она не сильно пушистая, да, данная вот эта вот ниточка, но есть волосинки, и поэтому, когда вы будете вязать, они могут цепляться, да. Но со временем вы, конечно, привыкнете. И когда будете вязать, четко рассчитывайте, потому что если хотите распустить будет сложно. Можно, но сложно. Угу. Да, а так ниточка прекрасная. Итак, раппорт узорчика 8 петелек. Поэтому мы с вами наберем, получается, 5 у 8 40 и плюс одну еще петельку, 41 воздушную петельку. Договорились? Потому что ниточка тоненькая, крючок тоненький, сделаем чуть больше петелек. Итак, для начала петелька фиксации. Мы ее, получается, при наборе наших петелек считать не будем. Угу. А далее набираем 41 воздушную петельку. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 2, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 41. Вот наш будущий образец. Далее я рекомендую сделать дополнительный ряд, так скажем, вспомогательный, да, потому что так будет нам проще, особенно новичкам. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. А теперь смотрите, отсчитываем от крючка 5-ю петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. Ныряем в 5-ю петельку. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Еще раз. Накид. Ныряем в следующую петельку прям по порядку. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. И так далее. В каждую петельку ныряете, так, с накидом столбик делаете. И провязывайте до конца ряда. Потому что в дальнейшем, когда будем провязывать узорчик, там необходимо пропускать много воздушных петелек. И новичкам будет сложно сориентироваться, где какая петелька начинается и заканчивается. А столбик видно четко. Угу. Если вы опытный мастер, вы, конечно, можете данный ряд и пропустить. И начинать сразу с узорчика, тем более схемка перед вами. Итак, смотрите, вот эти вот 3 петельки, которые мы набирали, это тоже столбик с накидом, имитация столбика, поэтому мы его считаем, сколько я провязала столбиков. Итак, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Поняли, да? Я набирала 41 воздушную петельку, поэтому мне должно получиться 41 столбик с накидом. Понятно? Вы, конечно, считаете для себя, сколько у вас должно быть столбиков. Самое главное, количество петелек набранных и количество столбиков одинаковое. Все, давайте до конца ряда, а в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот такая красота у нас получается. Далее приступаем уже к узорчику. Воздушная петелька, поворот, и присоединяемся сюда же к этому же столбику, делаем столбик без накида. А далее будьте внимательны. Делаем накид,
Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И ныряем в 4-й столбик, вытягиваем ниточку и не провязываем ее. Вот так вот подтянули и держим на крючке. Накид. Еще раз сюда же нырнули. 2-й раз. Накид. Сюда же нырнули 3-й раз. По схемке, да, у вас 3 раза. Я хочу, например, сделать пышный столбик, да, чуть попышнее. Например, 4 или 5 накидов. Ну, допустим, 4 будет, да, накида 4 петельки. То есть, чем больше накидов, чем больше петелек, тем, конечно, более эффектно и красиво, но данные пышные столбики съедают много пряжи. Поэтому, если вы хотите более эффектно, то запасайтесь ниточками, да. А так, по схемке можете 3 накида и 3 петельки. Далее, все провязываем вместе до последней петельки. Так, потом 2 петельки на крючке остались, и мы их провязываем вместе. Оп, понятно? Вот наш пышный столбик. 2 воздушные петельки. Раз, два. Сюда же опять ныряем и делаем точно такой же пышный столбик. Я делаю с 4 накидами, 4 петельками. Раз, сюда же 2, сюда же 3, сюда же 4. Провязала практически до конца, 2 петельки на крючке оставила. Теперь их все вместе провязала. Опять 2 воздушные петельки. Раз, два. Ныряем сюда же и провязываем еще один пышный столбик. Раз, накид, 2, накид, 3, накид, 4. Провязываем все вместе практически до конца, на крючке 2 петельки. Теперь эти 2 петельки провязываем вместе. По схемке воздушная петелька, пропускаем 3 столбика, раз, два, три, и в 4-й делаем столбик без накида. Вот наш раппорт узорчика. Вот такая вот интересная получается ракушечка, веерочек. Далее идет только повторение. То есть мы сейчас с вами делаем накид, пропускаем 3 столбика, раз, два, три. В 4-й ныряем и провязываем точно такой же пышный столбик. Раз, накид, сюда же 2, накид, сюда же 3, и я делаю 4. Все вместе провязали, зафиксировали, 2 воздушные петельки. Еще раз пышный столбик сюда же. Раз, накид, 2, накид, 3, и я делаю 4. Все вместе провязали и зафиксировали. Опять 2 воздушные петельки. Раз, два. И последний раз, третью делаем, получается, пышный столбик. Накид, раз, накид, 2, накид, 3, накид, 4. Все вместе провязали и 2 петельки, оп, зафиксировали. Воздушная петелька, отсчитываем 3 столбика, раз, два, три, и в 4-й провязываем столбик без накида. Угу. Вот, и такие вот у вас получаются веерочки пышненькие, да, из пышных столбиков, будут формироваться. Давайте вот так вот до конца ряда, да, несложно, вы справитесь. А в конце ряда я вас встречаю. Смотрите на схемку. Так, смотрите, вот такая у нас получается красота. И как мы заканчиваем наш ряд. То есть мы сделали опять 3 наших пышных столбика, воздушную петельку, пропускаем 3 столбика, раз, два, три, и вот наши петельки подъема, да, самую 3-ю петельку подъема ныряем и провязываем столбик без накида. Все, наш ряд закончен. Далее 3 воздушные петельки подъема, раз, два, три, поворот, и сюда же в основание этого же столбика провязываем столбик с накидом. Есть. Далее 2 воздушные петельки. И теперь мы направляемся к нашему центральному, получается, столбику пышному, так, и за верхушечку столбика беремся и провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. Теперь вот в наш столбик без накида предыдущего ряда, который был между вот этими веерочками, да, мы в этот столбик ныряем и провязываем 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2, сюда же 3. Угу. Далее 2 воздушные петельки, раз, два, и опять направляемся к среднему нашему пышному столбику, беремся за верхушку и провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки, идем к столбику без накида, который находится между нашими пышными столбиками, и в этот столбик провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Понятно, да? То есть вот таким вот образом вы шагаете, то есть между вашими пышными столбиками 3 столбика с накидом. А на самом, получается, среднем столбике пышном будет находиться столбик без накида. Все, и вот так вот до конца ряда, несложно. Угу. Давайте. А в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, какая блестящая красота у нас получается. Вот мы дошли до конца ряда, да, после пышного столбика, где мы провязали столбик без накида, сделали 2 воздушные петельки и
получается, мы заканчиваем ряд точно так же, как и начинали. То есть мы делаем столбик без накида, самый последний, делаем 2 столбика с накидом. То есть мы наш ряд начинали 3 петельками подъема и столбиком с накидом, да? И заканчиваем точно так же. То есть это 2 столбика с накидом. Далее что мы делаем? 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И здесь получается у нас будет повторение нашего первого ряда вот этих пышных столбиков, только с небольшим смещением. Итак, то есть получается, мы должны будем верхушку данного столбика провязать половинку, да, наших, получается, пышных столбиков. То есть пол столбика и столбик пышный. Итак, как сделать пол столбика? 3 воздушные петельки. Ныряем еще раз сюда. 1, потянули ниточку. В моем случае я нырну еще раз. 2. Так, теперь точно так же провязываем все вместе до 2 петелек и 2 петельки. То есть такой вот как бы половинка пышного столбика. Далее 2 воздушные петельки. Опять сюда же ныряем и здесь провязываем полноценный пышный столбик. Вы можете с 3, с 4, да, делать петельками и с накидами. Я буду с 4. 1, накид, 2, накид, 3, накид, 4. Все вместе провязали, 2 петельки остались на крючке и зафиксировали. 1 воздушная петелька и переключаемся на столбик без накида предыдущего ряда. И в него, получается, провязываем столбик без накида. Далее накид. И переключаемся, вот у нас получается веерочек состоит из 3 столбиков. 1, 2, 3. К центральному самому столбику подключаемся и делаем точно такие же 3 пышных столбика, как вот мы делали в предыдущем, да, ряду, в самом первом. Потянули ниточку 1, накид сюда же 2, накид сюда же 3, накид сюда же 4. Все вместе провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки и еще один такой же пышный столбик. Накид 1, накид 2, накид 3, накид 4 и провязываем вместе до 2 петелек, 2 петельки вместе, 2 воздушные петельки и третий такой же столбик красивый. 1, накид 2, накид 3, накид 4. Провязали, зафиксировали. Вы можете, конечно, пробовать и 5 накидов делать, да, и 6, и 7, то есть как душа пожелает. Далее делаем воздушную петельку и переключаемся вот к нашему столбику без накида и делаем в него столбик без накида. Понятно? Вот. То есть видите, тот же самый веерочек из пышных столбиков, вот он. Угу. То есть он будет в шахматном порядке. То есть вот где 3 столбика, здесь будет веерочек из пышных столбиков, веерочек из пышных столбиков, веерочек из пышных столбиков. Несложно, да? Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, какой пузатик получается интересный. Итак, как мы заканчиваем наш ряд, да? У нас же получается здесь будет половина наших, да, пышных столбиков. То есть для начала мы делаем вот 1 столбик и 2 столбика, да? 2 столбика это 3 петельки подъема были. В третью петельку мы ныряем и вытягиваем ниточку, делаем первый пышный столбик. Он у нас полноценно идет. 1, 2, 3, ну и в моем случае 4. Теперь все вместе провязали, 2 петельки вместе провязали, 2 воздушные петельки. И дальше у нас должно быть, по идее, пол столбика, да? То есть получается пол шишечки, так скажем. Если я делала 4 петельки, 4 накида, я просто-напросто сделаю 2 петельки, 2 накида и все. То есть я сюда же ныряю, вытянула 1, накид, вытянула 2 и провязала, и 2 петельки вместе провязала. Вот, понятно? То есть у меня как бы пол шишечки, точно так же, как в самом начале, пол шишечки. Вот такая вот красота. Видите, какая она объемная, интересная красота. Идем далее. Теперь нам необходимо будет повторить второй ряд, да? Второй ряд, но опять же со смещением. Итак, смотрите. Петелька подъема, поворот. И сюда же, в этот же столбик, мы ныряем и провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. И помним, да, что там, где столбик без накида между пышными столбиками, мы провязываем в этот столбик 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2, сюда же 3. 2 воздушные петельки. В верхушку центрального пышного столбика, да, ныряем и провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. И опять переключаемся на столбик без накида, который находится между пышными столбиками. И в него провязываем 3 столбика с накидом. То есть, видите, мы повторяем полностью второй ряд, просто мы немножко сделали смещение, как бы в шахматном порядке. Угу, видите? Здесь у нас были 3 столбика.
Теперь они у нас переместились. Вот он и вот он. Понятно? Все, давайте вот так вот до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот красота наша растет, да, потихонечку. Итак, после последних 2 воздушных петелек, да, мы должны сделать столбик без накида. В средний получается пышный столбик. Поэтому мы беремся за вот верхушечку пышного столбика и провязываем столбик без накида. Все, наш ряд закончен. Далее мы с вами должны будем повторять то же самое, что мы провязывали в первом ряду. Воздушная петелька, поворот, и сюда же мы провязываем столбик без накида. А далее помните, да, что мы направляемся к самому среднему столбику, вот он, и получается провязываем наши пышные столбики. То есть ничего сложного. Все, средний столбик, 1, 2, 3, в моем случае 4. Провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки и так далее. Поняли, да? То есть сейчас вы повторяете полностью первый ряд, потом будете второй. Потом вы повторяете третий ряд, потом четвертый. Первый, второй, третий, четвертый. Первый, второй, третий, четвертый. А по идее, это как бы по сути-то, получается, повторяете первый, второй, просто с небольшим смещением. Все, принцип узорчика вы уже знаете. Давайте мы его вырастим на несколько рядочков, так, чтобы посмотреть весь колорит вот этих пышных столбиков. Вырастим на несколько рядочков и посмотрим, что получится. Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая по итогу красота получается. Красота у нас двусторонняя. Видите, мне кажется, с этой стороны больше как бы выпуклые наши пышные столбики. Хотя, ну, на любителя, да? Смотрите, вот так вот получается. За счет воздушных петелек узорчик очень хорошо тянется. Узорчик очень интересный, очень оригинальный, несложный и вяжется он очень-очень быстро. Давайте замерим. Смотрите, набирали, получается, мы сами 41 воздушную петельку. Ну, допустим, это же плотность вязания, этот же крючок, да, это же пряжа. То есть это будет приблизительно, ну вот, 19 сантиметров. Так? А здесь, получается, каждый веерочек, да, это 2 ряда, да, ну, как бы схематично. Получается, считаем со второго ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Тут у нас один ряд 13, здесь один ряд веерочков 14 и наборный 15, 16. Ну, надеюсь, не запутаю вас. Итак, сколько же это получается? 15 сантиметров. Видите, 15 с хвостиком. Ну, красота. Получается, очень быстро вяжется. И, естественно, получается образец за счет вот этой вот вязки, за счет воздушных петелек, он, конечно, увеличивается. Вот такая красота. Кофточка, кардиганчик, шарфик, снудик, жилеточка, да. То есть предлагайте в комментариях, что можно связать данным узорчиком. Возможно, кто-то уже вязал данным узорчиком, поэтому пишите обязательно свои отзывы, понравилось ли вам и где вы применяли данный узорчик. И хочу вам сказать, что данный узорчик чуть-чуть поплотнее, чем тот, который мы с вами вязали буквально недавно. Помните? Вот такой вот узорчик. Тоже двусторонний, помните, да? Вот. И он получается, видите, более ажурный, более воздушный такой, за счет именно своих вот воздушных петелек, за счет арочек. Я ссылочку на него, кто еще не смотрел, вот здесь вот сверху, посмотрите справа, оставляю ссылочку на него, поэтому можете спокойно посмотреть, попробовать, повязать. А этот, видите, чуть поплотнее. Вот вам, пожалуйста. Вроде как бы одинаково, но не одинаково. Обязательно попробуйте этот вот узорчик. И надеюсь, видео вам понравилось. Не забудьте поставить лайк. Напишите комментарий, подпишитесь, кто еще этого не сделал, потому что на канале впереди много новинок. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда эти новинки появятся на канале. А также не забудьте поделиться с друзьями, с подружками. Внизу под видео находится стрелочка «Поделиться». Делитесь в соцсетях. Заранее спасибо вам большое. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.